Сейчас мы вместе с вами сделаем заварной крем-чиз, из которого получаются вот такие красивые цветы. Этот крем по вкусу практически не отличается от классического крем-чиза. При этом он хорошо держит форму, прекрасно окрашивается и достойно переносит жару. Посмотрите, какие красивые, нежные, тонкие лепестки, нежные оттенки. Итак, для заварного крем-чиза для цветов нам понадобится 50 грамм воды, 30 грамм кукурузного крахмала. Берите именно кукурузный. Размешиваем крахмал с водой до консистенции молочка, да, чтобы у нас не было комков. Размешиваем, размешиваем. Все, размешался. Это легко и быстро обычно происходит. Выкладываем сюда 100 грамм сахарной пудры. И снова размешиваем. Я беру маленький венчик, потому что им здесь уже удобней размешивать и разбивать маленькие комки. Размешали. И сюда же мы отправляем 100 грамм творожного сыра. Я использую Хохланд. Мы размешиваем до более-менее однородной консистенции. До конца он у вас не размешается. Останутся небольшие комочки из крем-чиза. Это не страшно. Смотрите, вот такие вот комочки остались, но это ничего страшного. Мы все равно будем эту смесь нагревать, заваривать, и крем-чиз разойдется. Теперь эту смесь отправляем в удобную сковородку для заваривания. Здесь очень удобно то, что большая поверхность соприкасается с огнем, и мы можем по этой большой поверхности быстро заварить эту массу. Включаем средний огонь и начинаем сразу помешивать. Мы не отходим от нашей смеси, просто стоим и размешиваем. Если у нас что-то набежало на стенке, собираем. Посмотрите, крем уже начал завариваться. Он обычно плотнеет на дне, поэтому мы каждый раз проходимся по дну сковородки и снимаем вот эти вот заварившиеся кусочки крахмала, да, который крахмал у нас заваривается и загущает всю массу. Поэтому мы постоянно вымешиваем эту смесь. И в конце, не бойтесь, вот эти комочки, они сейчас частями, да, крахмал заварился и плавает вот в нашей смеси. В конце концов они соединятся друг с другом и получится однородный комок крема плотного. Вот она превратилась уже в консистенцию манной каши. Мы мешаем, мешаем, мешаем. Дальше нам нужна плотный комочек. Смесь густеет прямо на глазах. Уже лучше отсоединяется от сковородки. Посмотрите, она уже отделяется от стенок. Она не оставляет следов, масса. Она как бы прокатывается по сковородке, да, но следов не оставляет. Но тут еще учтем, что у меня сковородка практически новая, и по ней очень хорошо крем гуляет. Ну, по ней и даже если яичницу жарить, она тоже будет хорошо по нему гулять. Если у вас слегка он застревает, например, ну, уже такая рабочая сковородка, смотрите на консистенцию. Масса стала более кремового цвета, она полупрозрачная, и она собирается в комок. Если вы ее подольше, например, подсушите, ничего страшного не будет, крем будет просто поплотнее. То есть, чем дольше вы ее держите на сковородке, тем масса суше, плотнее, и все как бы. То есть вы ее, главное, не поджарьте, наш крем заварной. Все, масса готова. Она стекает с лопатки, но оставляет след, прям как густой заварной крем. Все, выкладываем в миску. Я выложила в ту же, где мы замешивали наш крем.
На заваривание крема ушло 7 минут. Для того, чтобы крем быстрее остыл до комнатной температуры, я делаю вот так. Я размазываю крем по бокам миски. Так крем намного быстрее остынет. И оставляю либо на столе, но быстрее, конечно, если крем поставить в более холодное помещение. Если это зима, конечно же, подойдет балкон. Крем постоял на балконе 15 минут и остыл до комнатной температуры. Обратите внимание, наш заварной крем остался пластичным и мягким. Если его переохладить, то он превратится в такую как бы плотную консистенцию, которую потом при добавлении и при вбивании в творожный сыр даст комки большие, крупные. Нам нужно сохранить вот такую вот пластичную массу. Поэтому, если он у вас переохладился и стал плотным, просто подогрейте его в микроволновке и размешайте. Теперь мы возьмем 250 грамм творожного сыра и соединим его с нашей заварной основой. Но сделаем это частями. Берем столовую ложку сыра, кладем в заварную основу и аккуратно, боюсь сказать слово взбиваем, не надо прям сильно взбивать, на средней скорости вмешиваем этот сыр в заварную основу, в сырную заварную основу. Размешиваем до однородности. У нас нет цели взбить этот крем, нам нужно просто его хорошо размешать. Размешали, он немножко побелел, держится на венчиках. Видите, такой хороший плотный крем у нас сейчас пока что здесь. Теперь мы вот эту часть, которую мы размешали, перекладываем в сыр и снова промешиваем тщательным образом. Если вы энергичная, сильная девушка, вы это можете, конечно, сделать и венчиком. Но масса достаточно плотная. Боюсь, что в середине венчика все это застрянет. Будет не очень удобно. Но возможно. Так, у нас тут на стеночке осталась непромешанная часть. Мы ее соберем и промешаем еще раз. Эту массу вполне реально перевзбить. Если вы вобьете слишком много воздуха в этот крем, он будет менее плотным и хуже держать форму будет. Ну вот и все, крем готов. У него приятный оттенок, легкий кремовый оттенок. В основном крем отличается белизной по сравнению с другими кремами. И хорошо, уверенно держится на лопатке. Приятный, в меру сладкий, нежный крем. И мне кажется, по сравнению с другими крем-чизами, он менее жирный. Ну что ж, давайте потестируем этот крем. Сделаем из него сложные цветы моими любимыми насадками. И, конечно, сделаем тюльпаны. Давайте посмотрим, как крем ведет себя при окрашивании. Мы будем делать нежно-розовый цвет. И мы потихоньку начинаем размешивать крем с красителем и смотреть. Хорошо вмешивается цвет. Я сейчас распределю краситель по всему крему, чтобы мы посмотрели очень нежные тона. Очень красивый цвет. Цвет сахарной ваты, да, такой. Сначала мы сделаем цветы из неокрашенного крема. Поэтому я возьму пару ложечек белого неокрашенного крема и сверху кладем наш нежно-розовый крем. Можно сделать этот переход мягким, плавным по цвету, если слегка помассировать пакет. Крем для цветов готов. Теперь замешиваем крем для зелени. Зелень я замешиваю в той же миске, в которой замешивала крем для цветов. Добавляю капельку и растираю. Я взяла большую капельку, но на самом деле мы будем это все очень аккуратно по чуть-чуть добавлять, потому что в насыщенном цвете этот цвет выглядит как коричневый. И мы растираем нашу зелень. Вот у нас этот кусочек, да, зеленый. Мы здесь это потихоньку все растираем до нужного нам цвета.
смешаем полосками, так чтобы он был разводами. И тоже укладываем на край миски. Теперь мы это все собираем. Шпателем подгоняем крем к выходу, и у нас сохранились наши полоски. Делаем пион. Давайте посмотрим, как ведет себя крем. Тут есть мелкие пузырьки, но это нормально для крем-чиза. Форму держит хорошо. Давайте посмотрим на больших объемах, да, как лепестки себя ведут. Ну вот сейчас крем прохладный в руке, потому что мы вбивали творожный сыр охлажденный, правильно, в заварную основу. И крем у меня сейчас холодный, прохладный, он хорошо очень держит лепесток. Я чувствую, что лепесток уверенно держится на цветке. Видите, он даже с глубокой серединкой. Форма цветка держится. Сам цветок на гвоздике держится. Я не боюсь, что он вот свалится. Очень комфортно работать. Если крем согреется в руке, он будет более мягкий. То есть крупные цветы им не сделать. Мелкие хорошо делать, а крупные... То есть лучше из охлажденного крема работать. Посмотрите, как лепестки хорошо держатся. Даже сложные. У нас такой круглый пиончик. Давайте немного приоткроем наш пион. Угу. И добавим зелень. Зелень на цветке тоже очень хорошо держится. Так, снимаем наш цветок. Ну что ж, первые испытания прошли очень удачно. Делаем розу. Так, у нас уже такой бело-розовый крем пошел. Делаем основу. Сделаю сразу основу крупную, чтобы попробовать крупную розу сделать. Так, делаем наверху 3 лепестка. Какой у нас красивый белый край получается. 1, 2, 3. Вниз опустили. Еще 1 лепесток. Мне очень нравится собирать розы из 3 лепестков, прям до максимально возможного размера. Здесь уже, конечно, не получится из 3. Здесь мы уже окантовку делаем. Просто делаем лепестки. Здесь можно расширить основу, чтобы побольше роза была. Такая знатная дама роза. Делаем лепестки. Просто подряд делаем лепестки. Крем прекрасно себя ведет. Посмотрите, как держатся классные лепестки. Как хорошо цвет играет вот этот нежно-розовый с белым. И получается шикарный просто цветок. Честно говоря, даже не всегда так держит глазурь. Прям мне очень нравится. Давайте добавим листву. Листва у розы это либо листик мы делаем, либо мы делаем чашелистники, да, вот такие вот вытянутые листочки. Прекрасная роза. Делаем ранункулус. Используя пакет с зеленью, мы сейчас сделаем серединку для ранункулуса. Крем немножко здесь на зелени блестит, потому что он у меня согрелся. Нагрелся я, поэтому он может быть мягче, чем надо. Но основание он держит хорошо. Ведь он не заваливается при всем при этом. Я вот высокое сделаю.
Так, здесь мы закрепим, чтобы он не убежал. Такое у нас чудное основание. Здесь у нас сначала будет идти бело-розовый крем. Вот он такой красивый. Ранункулусы очень любят переходы цвета от одного к другому, поэтому если вы чувствуете, что у вас сейчас будет переходить цвет от одного к другому, делайте ранункулус. Так, тянется хорошо. Смотрите, какой ровненький вытягивается. Да? У ранункулусов основное движение — это на вытягивание лепестка. Ух ты, воздух. Надо будет закрыть. Угу. И вот у нас окантовочные лепестки с одной и с другой стороны. Прекрасно держатся, лепестки хорошо тянутся. Сейчас мы его снимем. Давайте заварным крем-чизом для цветов сделаем тюльпаны. Вот такая красота получается. Давайте проверим, как цветы переносят жару. Поставим их в духовку, нагретую на 50 градусов на 10 минут. Так, сейчас мы выключим. Так, ну посмотрите, мы наши цветы пытали 10 минут при 50 градусах в духовке. Я считаю, что результат более чем положительный. Здесь вот внешние лепестки отпали, да, но он твердый, то есть я могу его вот так вот взять и даже приподнять и поставить на место. Давайте посмотрим другие еще лепестки. Здесь у меня цветочек тюльпан именно. Эти цветы у меня остались целыми. Но их и другие цветы, да, еще поддерживают. То есть он целостный сохранился. У него лепесток отпал, но сам цветок не растекается. То есть, видите, он целенький. Ну что ж, я считаю, что крем прошел все наши испытания. Практикуйте, пробуйте и пишите свое мнение в комментариях. А уже в следующем видео очень скоро мы оформим торт цветами из этого крема.